Так, мне попалось резюме Тигзи, и сейчас я буду составлять его резюме, чтобы устроить его на дальнейшую работу. Всем привет! Я буду устраивать Меку на работу. Наконец-то он поработает хоть раз в своей жизни. Так, мне попался Матик. Мне попал Сергей Померанцев. Давай начнем с того, где он потенциально вообще может работать, как думаешь, помимо киберспорта? Охранником каким-то. Первый вопрос. Назовите вашу самую сильную и слабую сторону. Так, сильную я ему пишу краш. Слабая — прочерк. В смысле вашу? Ну, это ты как будто бы от его имени запомнил. Назовите вашу сильную и слабую сторону. Тяжело. Ну, сильное то, что может координировать людей, там, не знаю, в игре, в жизни, возможно. Меку, да? Ну, не, я думаю, что он бы был дегустатором Мороженого. Вот это мое такое предположение. Сильная сторона — это его большие легкие. А самая слабая сторона, что... Сильная сторона — большие легкие, да. Слабая сторона, что они могут когда-нибудь сдать. Самая сильная — уверенный в себе и умный, а слабая сторона — это то, что он иногда вспыльчивый. Какие конфликтные ситуации случились у вас на прошлой работе? Приведите пример решения подобной ситуации. Я прочерк ставлю. Ну, таких прям уж не было. Можешь прочерк поставить? Его вчера, короче, на праках нокнули. Вот, другая команда. А мы его не подняли. Ну, потому что он просто лежал, молчал. Лизал мороженое. Вот, и типа он начал спрашивать, что мы его не подняли, мы ему сказали успокоиться, и он типа пошел. Лизал мороженое. Какие конфликтные ситуации у вас случались на прошлой работе? Иногда не делили лут. Почему вы решили сменить профессию? Причина увольнения. Что взорвал лишний батончик. Не ПП. Слишком токсик. Из-за чего могли бы его уволить? Ну, из-за того, чтобы он откинулся, наверное, от... Мороженого. Так, перегорел. Опишите вашего предыдущего руководителя одним словом. Скамер. Это кого? Менеджера? Менеджера? Ну, скамер. Скамер. Это не первый раз, когда я сегодня это слышу. Ну, третий. Это Серегу, типа, или Это, давайте менеджер. менеджера? Менеджера. Потом прочитай. Какие обязанности вы выполняли на прошлой работе? Играл за всю команду. Соло. Халявничал, токсичил. Я думаю, с таким резюме как раз и возьмут в охранника пятерочки. Он выполнял обязанности, как бы это сказать. Ну, во-первых, в игре он тот, где находится спокойствие, знаешь, он море. Вот так и напишем море. На это, типа, играл, Ты готовился. можешь, типа, Короче, просыпался и играл. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях? Приведите пример. Смотрю ТикТок. Ну, я даже не знаю. Прочерк. ну, когда он третует, что он делает обычно? Аниме смотрит. Смотрит аниме? Смотрю аниме. Он, короче, может прикрикнуть, так, типа прикрикнуть, ему скажут, типа, не кричи, и он такой... Вот так. Ору на всех. Вы готовы работать за еду канцелярию или продукцию нашей компании? Нет, Тигзи только ради денег играют. За воду и хлеб с сахаром. Ой, с солью. Вы готовы работать за еду канцелярию? Да, это 100% да, потому что он может Мороженое. работать. Нет. Как долго вы способны не спать и сохранять ясность разума? Ну, напишем еще 18 часов. Ну, ладно, 16. Я даже не знаю. Сколько часов он может не спать? Часов 12, может, я не знаю. Я ниоткуда. Можно написать 3, что больше 3 часов он не может не спать. Вот 3 часа. По моим ощущениям, очень долго он может не спать, но больше он спит, чем не спит, понимаешь? Уходит раньше всех, приходит позже всех. Ну, можно написать там 5 часов. Ну, 40 минут я напишу. Ну и 5 секунд накину. 5 секунд. 2 дня. Как ты думаешь, где он потенциально мог бы работать? Вот работа мечты Матика, где бы он прям максимально хорошо бы вписался? Но он же учился на кораблестроителе. Мгм. Он бы там смог работать, он же знает, как, что. Оцените свой болевой порог от 1 до 10. Ну, у него 0, потому что он сразу падает. 10. Вчера было 10, когда он нокнулся, его не подняли, короче. Вот. Ну, поэтому, да, 10 у него болевой порог. Я бы кричал, он не кричал практически. Ну, пусть будет по центру 5. Оцените свои лидерские качества от 1 до 5, где 1 — это «я и стоя поработаю, зачем мне этот стул?» а 5 — сражаться за последний пакетик чая. Ну, тут 6 из 10, из 5 точнее. Ну вот, 5 поставлю. Меку такой человек, знаете, который там... Он такой, типа, кто типа, первый идет сниматься? И когда задается этот вопрос, его уже нет в комнате. То есть поэтому, ну, я не знаю, считается ли это лидерскими качествами, это просто там
Ну, там есть такое слово крысиное. 5. С каким номером вы готовы выступить на нашем корпоративе? Номер называться будет «Кринжевик». Кринжевик? Да. Это что? Ну, он какой-то должен подготовить номер на корпоратив. С чем он может выступить потенциально? Песня, танцы, Клоун? клоун. Ну, уничтожение всех сладостей в здании. Это исчезновение, это фокусы, короче. Так, но он бы пел по-любому. Какую новую традицию вы привнесете в новый коллектив? Цик-цик и спать. Что такое цик-цик? Это он подходит так к всем такой цик-цик, не спишь. Ну, смотреть аниме пойду. Ну вот, кстати, это тоже связано с прошлым номером. Типа, традиция очень простая. Вы, типа, закупаетесь в магазине, а на следующий день у вас уже нет ничего сладкого. Орать на всех тоже пишем. Прикрепите к резюме свой любимый мем. Ну все, я тогда потом какой-нибудь мем закину. Угу. Тут напишу, прикреплю. Свой любимый мем. Вот мне больше всего в нем нравится, это его фотка, где он рекламирует наушники Logitech беспроводные. Я так и напишу: фотка без провода. Прикрепите к резюме свой любимый мем. Ну, либо, может быть, стикеры с телеги. Ну, этот, знаешь, где мальчик Да. на белом фоне. Можешь написать. Как думаешь, он угадает, что ты заполнял? Ну, думаю, что да. По батончику, не ПП. И цик-цик и спать. А где он потенциально мог бы работать, как думаешь? Вот самая крутая профессия, которая подходит ему. Ему самая крутая профессия. Ну, я не знаю, если есть работа, где нужно ничего не делать и получать деньги, он бы вообще отлично справился. Не, ну если так, сложно. Он вообще мог бы хоть где работать, где придется. Прикрепите к резюме свой любимый мем. Я даже не знаю. Итак, твое резюме у тебя в руках. Что скажешь по поводу ответа на вопросы? Назовите вашу самую сильную и слабую сторону. Сильная, умная и слабая. ВПВ... вспыльчивые. Только тут написано ВПВ, СПИ, ЛЕ, ЧВФ. Какие конфликтные ситуации случались на прошлой работе? Приведите пример решения подобной данной ситуации. Не делили лут. Почему вы решили сменить профессию? Причина увольнения. Перегорел. Опишите вашего и обязанности выполняли на прошлой работе. Просыпался и играл. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях? Приведите пример. Ору на всех. Вы готовы работать за еду, канцелярию или продукцию нашей компании? Нет. Как долго вы способны не спать и сохранять ясность разума? 2 дня. Оцените свой болевой порог от 1 до 10 – 5. Оцените свои лидерские качества от 1 до 5 – 5. С каким номером вы готовы выступить на нашем корпоративе? С песней. Какую новую традицию вы привнесете в новый коллектив? Орать на всех? Прикрепите к резюме свой любимый мем по. Ну, это ты здесь составлял. Ты где, да, заставлял? Да, я думаю, да. Меку составлял? Как тебе твое резюме, и взял ли бы ты такого сотрудника к себе на работу, который орет на всех и читает рэп на корпоративах? Да взял бы что-нибудь. Поприкалываться с него чисто. Дуриком. Назовите вашу самую сильную и слабую сторону. Сильная координация, вспыльчивость. Тут написано: почему вы решили сменить профессию? Слишком токсик. По мнению Тигзи, какие обязанности выполняли на прошлой работе? Как вы думаете? Халявничал и токсичил. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях? Смотрю аниме. Это правда. Готов работать за воду и хлеб с солью. Как долго вы способны спать и сохранять ясность ума? 3 часа. Но он хотя бы плюс-минус честно писал. Болевой порог 10, лидерские качества 5. Ну, номер у меня клоун по версии Тигзи. Новая традиция в новом коллективе — это смотреть аниме. Прикрепите к резюме свой любимый мем. И там мем «Бой набирает форму». Как думаешь, у тебя большие шансы с таким резюме устроиться на работу? Причем куда ты он устраивал? Ты устраивалась на работу охранником 5. Ну да, большие. Это, в принципе, дефолт. Назовите вашу сильную и слабую сторону. Краши, а слабых нету. Это матик был. Почему вы решили сменить профессию? Причину увольнения. Взорвал лишний батончик, не ПП. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях? Приведите пример. Смотрю ТикТок. Вы готовы работать за еду, канцелярию или продукцию нашей компании? Нет, только ради денег. Как долго вы способны не спать и сохранять ясность разума? 16 часов. С каким номером вы готовы выступить на нашем корпоративе «Кринжевик»? Какую новую традицию вы принесете в новый коллектив? Цик-цик и спать. Ты согласен с своим резюме? Конечно. А взял бы к себе на работу такого сотрудника? Ну, чисто по приколу бы взял. Ну, приходил бы к тебе и говорил цик-цик и спать. Да. Самая сильная и слабая сторона. Большие легкие могут отказать. Его нокнули и не подняли, пошел. Есть мороженое. Почему вы решили сменить профессию? Откинулся от... Мороженого. Отпишите вашу...
вашего прошлого руководителя с камер. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях? Есть мороженое. Согласен? Да. Как долго вы способны не спать и сохранять ясность ума? 40 минут, 5 секунд. Оцените свой болевой порог от 1 до 10. 10. С каким номером вы можете выступить на нашем корпоративе по уничтожению всех сладостей? Какую новую традицию вы принесете в новый коллектив? Нет ничего сладкого. Прикрепите фотку. Это с Инстаграма моя одна из последних. Тигзи, наверное, или Серега. Это не матик по-любому. Так определяй, кто именно. Один. Но он и выбьется. Кто? Серега. Серега? Угу. Серега заполнил? Серега заполнил. Ты согласен с тем, что написали про тебя ребята? Ну так. Я бы изменил немного некоторые пункты, но в целом пойдет. Ты бы взяла к себе на работу такого сотрудника, будучи руководителем? Конечно. Здорово. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо всем за просмотр. И подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, поджимайте там все, что можно прожать. И пока-пока.